Мексика известна в первую очередь своей богатой культурой, вкуснейшей кухней и наркокартелями, которые десятилетиями терроризируют не только своих сограждан, но и США. В этой стране иногда трудно отделить государство от картелей. Кажется, в наше время они стали практически одним и тем же. Но теперь у всех местных преступников появился новый враг – Дональд Трамп. Он пообещал покончить с наркоторговлей, и, судя по последним событиям, он не шутит. Что происходит на границе, как Мексика реагирует на давление и что чувствуют сами наркобароны? Сегодня мы разберемся в этой захватывающей истории, которая больше похожа на сценарий голливудского блокбастера, чем на реальность. Присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Еще до своего переизбрания, в которое многие не верили, Трамп не скрывал, что считает наркокартели одной из главных угрозой национальной безопасности США. Недавно, во время своего выступления перед Конгрессом, он заявил: «Картели ведут войну против Америки, и пришло время Америки объявить войну картелям». Еще в феврале 2025-го его администрация сделала решительный шаг. 8 крупнейших латиноамериканских преступных группировок, включая мексиканские картели Синалоа, Халиско и другие, были официально признаны иностранными террористическими организациями. Кроме распространения наркотиков, они были еще замешаны в торговле людьми, контрабанде оружия и прочих нехороших делах. Признание их террористами развязывает руки правительству США в проведении военных операций, тайных миссий и позволяет обрушить на страну наркокартелей разрушительные санкции. Против Мексики и Канады уже были введены 25% тарифы, чтобы заставить их усилить сотрудничество в борьбе с контрабандой. Беспилотники ЦРУ с разрешения местного правительства прямо сейчас летают по территории Мексики и собирают информацию о картелях внутри страны. Нет сомнений, что это только начало крупномасштабной войны США против нелегальных веществ и их распространителей. Мексиканские власти, почувствовав давление, начали собственную масштабную операцию против картелей. В каком-то смысле можно сказать, что они пилят ветку, на которой сидят. Только за последние месяцы было арестовано 900 человек в штате Синалоа, а изъятия различных нелегальных веществ выросли в разы. Что не может не радовать, правительство страны начало депортировать в США десятки ранее арестованных главарей и наемных убийц из самых опасных наркокартелей. На их совести тысячи подтвержденных жертв, даже не упоминая прочих тяжких преступлений. Первая такая отправка состоялась в конце февраля. Среди депортированных легендарный Рафаэль Каро Кинтеро, один из основателей первого мексиканского наркокартеля. Его история настолько эпична, что о ней сняли сериал «Наркос». Теперь он, как и другие главари, будет судиться в США, где правосудие куда менее снисходительно к подобного рода преступникам. Кроме Кинтеро, Мексика депортировала и других известных бандитов. Например, Мигеля Анхеля Тревиньо Моралеса, лидера бывшего картеля Лос Зетас, печально известного своей жестокостью. Эти аресты и депортации стали возможны после тайного визита мексиканской делегации в Вашингтон, где стороны подписали меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности. Чтобы эти, безусловно, правильные действия со стороны Мексики не создавали у вас ложного впечатления, давайте я вам напомню кое о чем. Например, о нескольких недавних уголовных делах, возбужденных США против высокопоставленных представителей правоохранительных органов и военных Мексики. В 2020-м бывший министр обороны генерал Сальвадор Сепеда был обвинен в использовании своего положения для помощи картелю H2 в контрабанде наркотиков. А в 2024-м бывший министр общественной безопасности Мексики Хенаро Гарсия Луна был приговорен к 38 годам тюрьмы за получение взяток от картеля Синалоа в обмен на помощь картелю. Более того, Управление по борьбе с наркотиками США обнаружило доказательства того, что картели вложили миллионы в президентскую кампанию бывшего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Что это все значит? Что в правительстве Мексики сложно ткнуть в чиновника, который не был как-либо связан с картелями, а если и не он, то как минимум один из его родственников или знакомых. Трамп не ограничивается одной лишь дипломатией в своей борьбе против наркотрафика. Новый глава Пентагона Пит Хексет открыто заявил: если сосед не справится с картелями сам, американские военные сделают это за них. Это не пустые слова. США уже запускают дроны над Мексикой для сбора разведданных. И хотя пока эти дроны не стреляют, кто знает, что будет завтра. Мексиканские картели, которые привыкли к коррумпированным чиновникам и слабым полицейским, теперь столкнулись с реальной угрозой — американской военной машиной. При этом в Белом доме идут жаркие дебаты. Как именно США нужно противостоять наркотрафику? Одни настаивают на сотрудничестве двух стран, другие чиновники занимают очень агрессивную позицию, выступая за односторонние военные действия против наркобаронов и картелей непосредственно на мексиканской территории. Их мексиканские коллеги в крайней степени шокированы и напуганы таким предложением. Их можно понять. Ясно одно: Трамп не остановится, пока не добьется результатов того, что он обещал в ходе своей предвыборной кампании. Пора навести порядок на границе. Если США все же решатся на военные действия, то необходимо разобраться, какие цели нужно атаковать первыми. Среди
основных кандидатов картель Синалоа, один из двух картелей, ответственных за большую часть контрабанды наркотиков в США. Его влияние выходит далеко за рамки наркотиков и контрабанды людей. Картель участвовал в вымогательстве, незаконной добыче полезных ископаемых, краже нефти, а также во внедрении в легальный бизнес для отмывания денег. Но что отличает картель Синалоа, так это его тесные связи с Китаем, с еще одной страной, с которой у США напряженные отношения. Картель, как сообщается, полагается на китайских поставщиков и использует китайские сети для отмывания своих незаконных доходов. Картели знают, кто станет для них товарищем в их нелегальных делах. Ну а что делать, если вы попали в ДТП в Америке и не знаете, на кого положиться? Куда обращаться за помощью? Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы, ссылка в описании. Один из лидеров нелегальной группировки признается, что на данный момент пытается понять, как защитить свою семью в случае, если американские военные нанесут удар внутри Мексики. Другой заявляет, что уже ушел в подполье и редко покидает свой дом. Двое молодых людей, производящих вещества для картеля, говорят, что они закрыли все свои лаборатории по производству наркотиков. Нельзя быть спокойным, даже спать невозможно, потому что не знаешь, когда тебя схватят, сказал один высокопоставленный член картеля Синалоа. Что ж, сам виноват, не нужно было становиться преступником. В анонимном интервью участники картелей заявили, что они импортируют сканеры для обнаружения дронов и нанимают все больше людей с опытом работы с такими аппаратами, чтобы чувствовать себя в безопасности. Они также признались, что увеличили поставки оружия из Соединенных Штатов, источника большей части незаконного оружия, используемого в Мексике. Но даже это не спасает их от постоянных арестов и изъятий веществ, оборудования и автоматов. Некоторые лидеры картелей уже начали переговоры о перемирии между собой, чтобы выжить под давлением. Кроме прочего, мексиканские группировки известны тем, что накапливают оружие военного образца, включая самодельные взрывные устройства и мины. Конечно, они не могут конкурировать с военной мощью США. Тем не менее, один высокопоставленный оперативник заявил, что картель будет готов ответить, если будут проведены рейды или ракетные удары. Если сюда прилетит вертолет и из него высадятся 20 или 30 солдат, сказал оперативник, мы не будем просто сидеть, сложа руки. Нам остается лишь надеяться, что он говорил не про жестокую перестрелку, а про мирную сдачу в плен. Преступные организации в Мексике имеют долгую историю выживания под гнетом властей. Но несколько оперативников заявили, что впервые за многие годы они действительно боятся ареста или того, что полиция застрелит их прямо на улице. Несмотря на это, насилие в стране продолжает уносить жизни. В одной из утр в городе Кульякан прямо на оживленном перекрестке было найдено тело мужчины. Его руки оказались связаны, а голова была вся в крови. На следующий день тело другого мужчины было найдено в жилом районе неподалеку с связанными ногами и пластиковым пакетом на голове. Чиновники на месте происшествия заявили, что, похоже, жертва была застрелена на месте. Но Мексика не только терпит нападки со стороны США, она контратакует. Правительство страны подало иск против американских оружейных компаний, обвиняя их в том, что они вооружают картели. И действительно, ежегодно из США в Мексику контрабандой возится до 500 000 единиц оружия. Мексика требует компенсации в $10 миллиардов. Трамп, конечно, не в восторге от этого иска, но факт остается фактом. Проблема наркокартелей — это проблема двух стран. Мексиканские власти утверждают, что именно американское оружие позволяет картелям вести войну против государства. Они даже называют это «железной рекой», которая наводнила страну оружием военного образца, включая ракетные установки и ПЗРК. Представляйте себе, террористы с ракетницами. До прихода к власти нынешнего президента Клаудии Шейнбаум Мексика пыталась бороться с картелями по-другому. Бывший президент Лопес Обрадор, тот самый, чью предвыборную кампанию финансово поддерживали преступники, придерживался стратегии объятия вместо пуль. Он полагал, что вместо ведения бескомпромиссной войны следует избегать любого обострения и вооруженного насилия на улицах, не устраивать полицейские и армейские рейды, облавы и обыски. Главное же, по его мнению, это устранение социальных причин преступности, то есть борьба с нищетой и бесправием большого числа мексиканцев, обитающих в трущобах. Кроме того, необходимо убеждать всех действующих и потенциальных правонарушителей перейти на сторону добра. Увы, это не сработало. Число умышленных убийств в Мексике остается одним из самых высоких в мире — 27 с небольшим в год на 100 тысяч населения, а количество мексиканцев, пропавших без вести, вообще не поддается подсчету. Большинство из них либо давно мертвы, либо попали в рабство. Мексика все еще является крупнейшим поставщиком в США самых разных наркотиков. Картели крепки и стабильны как никогда. Шейнбаум
Шейнбаум взяла курс на жесткие меры, и, кажется, это начинает давать результаты. Пусть она и поклялась в верности видению своего наставника, президент Мексики уже попадала в заголовки газет из-за череды столкновений между солдатами и боевиками картелей, в результате которых десятки мирных человек погибли. Несмотря на действия Шейнбаум, коррупция все еще остается огромной проблемой страны. Многие чиновники и полицейские до сих пор по рукам и ногам связаны с картелями, что делает борьбу с преступностью еще сложнее. Трамп явно не собирается останавливаться. Если ситуация не улучшится, военные действия США на территории Мексики станут реальностью. Мексика, в свою очередь, продолжает требовать от США ответственности за поток оружия. Одно ясно точно – эта война далека от завершения. Эксперты считают, что картели могут адаптироваться к новым условиям, но их влияние прямо сейчас ослабевает. Вопрос в том, способны ли США и Мексика к плодотворному и длительному сотрудничеству, или же через несколько лет выяснится, что и нынешнего президента страны спонсировали преступники. В контексте картелей США могут использовать свою знаменитую стратегию шока и трепета. Целью этого подхода будет подавление сил картелей с помощью рейдов и устранение высокопоставленных участников группировок, особенно сикарио и командиров среднего звена, координирующих логистику и операции по обеспечению безопасности. На справедливые обвинения Белого дома в том, что мексиканское правительство имеет недопустимый союз с наркоторговцами, Шейнбаум резко ответила: «Мы боремся с организованными преступными группами, в этом не может быть сомнений», сказала она на пресс-конференции в прошлом месяце, добавив: «Мы идем против организованной преступности». Мало кто сомневается, что коррупция в Мексике процветает. Иронично, что последняя крупная операция против организованной преступности в стране была проведена под руководством человека, который позже был осужден в Федеральном суде США за получение взяток от картеля Синалоа. Члены группировок заявляют, что единственная причина, по которой правительство до недавнего времени не боролось с ними, заключалась в том, что они подкупили достаточно чиновников. Что ж, спасибо за честность, хотя мы знали это и без вас. Один из лидеров ячейки картеля заявил, что сомневается, что усилия правительства и США серьезно навредят картелю, поскольку группа может обеспечить свое выживание, просто подкупив ключевых чиновников. Видимо, обойдется это недорого. Бывший повар в нарколаборатории, находясь в тюрьме, заявил, что настоящие террористы — это потребители веществ в Соединенных Штатах, чей ненасытный аппетит к наркотику только подпитывает торговлю. Двое других молодых поваров согласились, что настоящие преступники находятся по ту сторону границы. Они имеют в виду американских торговцев нелегальным оружием, с помощью которого в стране убивают много людей в целях запугивания, мести или просто из-за уличных разборок банд. Один высокопоставленный оперативник заявил, что считает себя бизнесменом, а не террористом. «Мы говорим о спросе и предложении», — сказал он, «а не об АК-47 и уж тем более не о бомбардировке Таймс-сквер. Даже если правительство уничтожит каждую лабораторию по производству наркотиков в Мексике», — заявил он, «это не сделает американцев менее зависимыми от наркотика. Спрос никогда не закончится, продукт все еще потребляется. Зависимость означает, что спрос никогда не закончится. Все это рождает сомнение, что США и Мексика в скором времени смогут разобраться с такой острой и серьезной проблемой, как международная наркоторговля. Борьба с картелями, разворачивающаяся прямо на наших глазах, это не просто война против преступности. Это история о двух странах, которые пытаются найти общий язык, о политиках, которые идут на риск, и о преступниках, которые вдруг поняли, что их время может быть сочтено. Но самое главное, это история о том, как далеко можно зайти ради безопасности своих граждан. Остается только один вопрос: кто победит в этой войне? Пока ответа нет, но одно ясно точно: в этой истории будет еще много грязного белья и жестоких подробностей. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. До встречи!